Всем привет, мои уважаемые зрители! У нас прогноз на вторую половину сентября для знака зодиака Весы. Мы коснемся сферы работы, карьеры, бизнеса, финансов, личных отношений. Также посмотрим совет или предупреждение от Таро, совет от Оракула. И у нас еще будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Не забывайте также ставить лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь, делитесь моими видео. Любая ваша активность помогает продвигать мой канал. Это ваше спасибо за мою работу. Весы, вторая половина сентября. Что у вас будет происходить в начале сентября? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого они есть, отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. И для тех, кто в поиске, ваши перспективы. Ой, одни мечи. Хоть это и ваша масть. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? Совет, предупреждение от Таро. Так, и что на дне у нас? Императрица и королева Пентаклей. Да, ну, 2 недели будут сложные, но в конце сентября все вопросы решатся. Да. Все у вас тут разрешится. Ну, какие-то вот тут метания. Скорее всего, что-то связано с вашей работой, бизнесом, карьерой. Так, хорошо. Совет, не совет, а сюрприз, неожиданность на Ленорман, Весы, вторая половина сентября. Здесь неожиданная помощь от человека, который вас очень любит. Вот тут вот королева Пентаклей и императрица, это может быть мама. Или это помощь будет от ресурсного мужчины, ну, может быть, это не мужчина, да, от ресурсного человека, который поможет решить вам вопрос. Вот, скорее всего, что-то связано с работой или финансами. Тут сложные карты. Помощь придет. Ну, также, конечно, здесь любовь, поддержка, встреча с очень ресурсным человеком. Вас ждут благоприятные перемены, будь то это работа или любовь. Да, вначале, конечно, может быть ваш настрой, да, вот что все плохо, вот шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Это не реализация каких-то ваших планов. Ну, может быть, вот что-то осуществится, но не полностью. Карта разочарования. Но вот эти 2 кубка говорят, это не все так плохо, как, может быть, вы просто драматизируете ситуацию. Да, может быть, у кого-то здесь вот по работе, тут и 5 мечей, и 5 кубков, может говорить, что вы очень конфликтно с кем-то разругаетесь в пух и прах, уйдете с работы или там бизнес-партнерство, или это какой-то, может быть, клиент какой-то недовольный. Ну, что-то здесь произойдет, вот какая-то война. И здесь у кого-то может быть реально потеря работы. Ну или какие-то планы ваши не осуществятся. Здесь может прийти помощь. Вот эти 2 кубка говорят, что в конце сентября вам поступит помощь. Может быть, это финансовая помощь, или это, если потеря касается личных отношений, может быть, у вас был развод, или, может быть, вообще человека не стало. Здесь вам нужно будет решиться на новые отношения, которые приведут вас вот к улучшению вашей личной жизни. В вашу жизнь придет любовь, счастье, поддержка, забота, ну и крепкое мужское плечо для женщин. Вам самое главное, нужно будет решиться на эту новую любовь, выйти вот из этого состояния горя, потери. Тем более, если человек ушел, вы должны понимать, что ваша жизнь продолжается, и вы еще можете обрести счастье. Ну или у вас был болезненный разрыв, развод,
или предательство, может быть. Ну, у всех по-разному. Хорошо, я не буду эту карту уточнять. Может быть, это просто ваш эмоциональный настрой. Это еще может быть связано с получением наследства или а, какие-то судебные дела. Вот что-то, что вы не получили, как я и сказала, то, на что вы рассчитывали. Ну, у всех здесь может быть разная жизненная ситуация. Хорошо, для тех, кто в отношениях или в браке, ложится паж жезлов. Конечно, паж всегда это наши дети. Это может быть решение вопросов с ребенком, может быть помочь ему в обучении или вот возить какие-то секции, кружки. То есть это очень много передвижения. Или ребенок очень активный, требует большого внимания. Также здесь может быть известие о беременности для кого-то. Вот императрица у нас легла. А еще это может быть не только известие, но и роды. Да. Также у нас это может быть какие-то проекты, связанные с вашим домом, с вашей семьей. Может быть, это начало строительства, ремонта, каких-то улучшений, там, расширения. Ну, давайте мы одну карту уточним, что у вас здесь. Да. Ага, у кого-то это семя, это зачатие, у кого-то это вопросы с жильем, улучшение, расширение, покупка. Может быть, паж говорит выбор, вот вы ищите подходящее вам жилье. Кто-то может продать. Вот, может быть, вот это разочарование связано, что долго как-то тянется, никак не получается реализовать желаемое. Да? Здесь вот решаются вопросы с недвижимостью. А может быть здесь, конечно, помощь от кого-то, или это женщина-риэлтор, или это женщина-банкир. Одобрение, например, ипотеки, и вы можете уже подбирать себе жилье. Для кого-то это может быть получение наследства. Кому-то могут отдать долг. Да. Но в любом случае здесь какие-то хорошие перспективы. Ну, а если вы в браке, здесь может быть известие о зачатии. Вот сдадите анализы, да, нет, туз. Ну, в любом случае, тут может быть еще исполняется ваша мечта, вот, да, вступление в брак. Императрица — это ведь тоже смена статуса. Предложение руки и сердца или вот подписание брачного договора, ну или тут что-то. Ну, какие-то подвижки у вас здесь серьезные. Ну, для тех, кто в поиске, и тут я уже сказала, вам надо решиться на эту новую любовь. Обратите внимание, вот на этом мече наверху корона. Это занятие очень хорошего положения. Да? Ну, для женщин это обретение надежной опоры, любви, то есть это улучшение жизни. А для мужчин здесь вам самим нужно взять ответственность за эти новые отношения, стать королем в своем королевстве. Поэтому здесь обретение императрицы для мужчин, хорошие женщины, ну, надежные, эти крепкие, жизнеспособные отношения. Женщина станет хорошей женой, матерью вашим детям. Также это для женщин смена статуса. Вы становитесь возлюбленной. Так, ну давайте мы вот эту пятерку уточним. Да, здесь на работе, с кем вы здесь? С начальством тут сражаетесь, с коллегами, с бизнес-партнерами. Может быть, это конкуренты свирепствуют. Конечно, карта всегда говорит о первой победе. Если вы не планировали, например, разрушать какое-то бизнес-партнерство или уходить с работы, то будьте здесь очень аккуратны с выражением своего мнения, своего понимания. Здесь реально вы можете работу потерять. Потом будете сожалеть. Здесь, конечно, может быть получение какой-то новой должности, или кто-то еще претендовать будет. Вам здесь нужно будет побороться за эту должность. Но вот по всем картам, еще тройка мечей и пятерка, здесь, я думаю, или конфликтное расставание, уход с работы, но шут ложится. То есть вы, знаете, как говорят, что Бог не делает, все к лучшему. Может быть, вы уйдете с работы, но здесь вас ждет какое-то новое начинание. Шут — это что-то новое. Это может быть зарождение какого-то нового проекта или творческого замысла, то, что вы вынашивали. Может быть, это шут и восьмерка — это куда-то отправиться в дорогу, в другой город, другая страна, перелет на самолете, там, где вы можете со своими знаниями, умением обрести очень стабильное положение именно в финансах, да, в работе, в бизнесе.
Может быть, реально тут поступает предложение или о новой работе, о новом проекте, но вас не отпускают, например, со старой работы. Да, здесь вам придется воевать, чтобы вас отпустили. Но здесь все у всех по-разному. Но вот эти карты говорят, что вот какое-то вложение или тут вы сами что-то начинаете, удачное стечение обстоятельств, занять очень хорошее финансовое положение, но по сердцу тут еще и работа будет, которая вам нравится. Или здесь помощь от близкого человека, какого-то ресурсного, может быть, это какой-то влиятельный покровитель. Для вот то ли вас пригласят, например, куда-то, для того, чтобы вот как-то обнулить свою жизнь. Жизнь с чистого листа. Может, реально тут кто-то планирует переезд, иммиграцию, хотя карт таких не выпало. Ну, только шут может говорить. Хотя вот это, да, это движение вперед, это исполнение желания. Да, мир. Может быть, кто-то реально получит документы, ну, например, приглашение на работу, или вас кто-то позовет к себе, что откроет для вас новые пути. Да, я думаю так. Хорошо, для тех, кто в поисках работы, вот карта говорит, заканчивается тяжелый период. Ну, десятка это дно. Да, вот тут падать уже больше некуда, хотя даже уже это может радовать. Здесь вот на горизонте появляется солнце. Появляется какая-то надежда. Давайте мы вас уточним. Может, у вас это тоже касается. Пока вы еще не определились. Вы не поймете, что вам делать. То ли вам на кого-то искать, то ли на себя работать. Здесь еще нет определенности. Конечно, карта говорит, слушайте свою интуицию, то вы в таком выборе-то можете долго просидеть. Вот смотрите, король Пентаклей, королева Пентаклей. Здесь, может быть, это не ваша масть. Здесь может быть помощь от какого-то покровителя или, может быть, это ваш отец, родственник какой-то. Может быть, какой-то властный человек, который поможет вам вот обрести, то ли приглашение вы получите, то ли человек поможет вам, ну, как протеже. Тут или протеже найти работу, или человек в вас вложится. На чью-то помощь вы можете рассчитывать. И тогда вы займете хорошее положение. Может быть, наоборот, конечно. Мне мужчины могут смотреть. Также король Пентаклей – это человек, который умеет распоряжаться деньгами. Может быть, это банкир или человек, который занимается крупным сельским хозяйством, недвижимость. Может быть, здесь какое-то предложение поступит. Но также этот человек может вам дать дельный совет. Прислушайтесь. А если он вам предложит что-то, то соглашайтесь. Финансы у нас тут тройка мечей. Да, ну вот может быть связано с пятеркой. Это может быть не на какие-то финансы вы надеялись. Или какие-то могут быть траты, которые разобьют вам сердце. Да? Ну, тратили и потом поняли, что чересчур увлеклись. Также это может быть потеря работы, потеря источника дохода. Давайте мы ее уточним. Да, повешенный. Но это, скорее всего, потеря работы или это разбитое сердце показывает у тех, кто вообще уже без работы и надеяться как бы нечего. Здесь может быть еще очень много кредитов, какая-то тяжелая ситуация. Ну да, очень много. По деньгам у вас здесь какие-то разочарования, которые приводят к потерям. Да? Но смотрите, еще четверка. Если вы без работы и у вас тяжелое финансовое положение, здесь поступает от кого-то предложение. Вот этот вот туз, на который вы должны обратить внимание. Это или обдумывание своего собственного проекта, но нет финансов. Хочется что-то воплотить, вот какое-то зерно, да, зародить, какой-то проект, ну что-то, может быть, что-то, то, что стоит на земле, или может быть связано с сельским хозяйством. Тут я говорю, здесь вам окажут помощь. Ну, если тяжелое положение, попросите. Или, может быть, это произойдет по клеверу как-то неожиданно. Да. Поэтому не отказывайтесь от каких-то предложений. Реально можете выйти из тяжелого положения. Ну, а в конце
я его почти озвучила, эту даму, да, может быть помощь от мамы, решение вопросов с жильем, прибыль или получение хорошей работы, стабильной работы. Да. Так, совет у нас четверка мечей. Вот карта говорит, если вы тут какие-то вопросы решаете, уходите с одной работы, поступает новое предложение, здесь как бы карта говорит, вот по шуту мы прыгаем с обрыва, да, во что-то новое. Мы тут даже, может быть, рискуем. Вот здесь карта говорит, возьмите паузу, отдохните и все тщательно продумайте. Вы же весы. Вы рисковать не очень любите. Вам именно нужно вот восстановить дыхание и все продумать, проанализировать. Кому-то карта вообще советует, может быть, отдохнуть, куда-то съездить. Ну, как вариант. Набраться сил и заодно понять, что вы хотите. Это может касаться отношений, бизнеса, работы, ваших планов. Но и в то же время, вот здесь у кого пятерка, да, четверка переходит в пятерку, карта говорит, не откладывайте вот это вот решение этого вопроса. Если нужно будет конфликтовать, то поконфликтуйте. Для того, чтобы вот что-то обнулить. Так, давайте получим для вас совет от оракула. Королева Луны, весы, вторая половина сентября. Так, это у нас resistance. Эта карта говорит о сопротивлении. Вам нужно сейчас понять, где у вас это сопротивление, внешнее или внутреннее. Если вы сейчас будете вот эти 2 недели ощущать, что перед вами опять закрываются, захлопываются двери, то карта говорит, обратите внимание, поверните голову, вот увидите какие-то предложения, новые возможности и новые двери, в которые вы можете сейчас войти. Вам сейчас нужно быть очень уверенным в себе, двигаться вперед, убирать страхи, сомнения и не откладывать на потом важные для вас дела. Вот сейчас вам нужно постараться убрать, победить вот это сопротивление, будь то оно внешнее, будь то оно внутреннее. Так, хорошо. И давайте посмотрим с вами маятник весов. Что нам скажет маятник? На вторую половину сентября. Маятник, ответьте, пожалуйста, на вопрос весов на вторую половину сентября. Любой их вопрос, да или нет. Ответ «да». О чем бы вы ни спрашивали. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего.